Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Ахлян вас ахлян. В этом видео я покажу, чем закончился ремонт заднего крыла на Audi Q7. Приятного просмотра. После того, как я зачистил швы, я обнаружил в них микроскопические трещины. Эти трещины я заварил еще раз, проварил по второму разу. И металл алюминий не такой пластичный, как сталь. И сделать провар в листовом алюминии тяжелее. Это нужно тренироваться и тренироваться, чтобы его проварить насквозь и чтобы он при шлифовании не образовывал трещины. В основном он поверхностный шов. То есть два металла соединяя, сам шов накладывается на поверхность. То есть сама трещина, она как бы остается. И когда прошлифовываешь до листа, она опять проявляется. И когда уже даешь второй шов, то она проплавляется глубже. И желательно его не дошлифовывать до листового металла, до самого листа, а как бы оставлять такой тоненький бугорок. И потом его подшпаклевывать. Так как алюминий дает тоже хорошую усадку, я через отверстие приподнимаю шов. Так как там площадь большая, я его приподнимаю повыше. Ну, хотя бы на миллиметр, на полмиллиметра приподнять надо. А затем завариваю. Для чего? Потому что когда делаешь шов, происходит усадка, и он усаживается достаточно хорошо, может на 2-3 миллиметра опуститься ниже плоскости. Для того, чтобы было откуда взять металлу, вот это, чтобы не было такой сильной усадки, чтобы она имела откуда стянуться, нужно чуть-чуть приподнять шов. И тогда он как бы выравнивается, из бугра превращается в более ровную поверхность. Для этого я через отверстие приподнимаю шов тоненькой отверточкой. На шлифовку использую маску, потому что пыль это очень ядовитая. Попадает везде, в нос, в рот. Ее много. Это не как металлическая, и вкус совсем другой. Поэтому использую маску. Без маски... Закончил варить. И вот этой щеткой прошелся швы. После того, как зашлифовал, швы зашлифовал и прошелся этой щеткой, чтобы края, вот где тут, когда шлифуешь, образуются такие как козырьки. Металл стягивается. И чтобы это убрать, щеткой проходишь, и он открывается. Вот этот краешек открывается, он получается гладенький, такой закругленный, без козырька сверху, чтобы легла шпаклевка четко. Так, сейчас пройдусь вот этой машинкой, еще дровняю. Кстати, вот эти заклепки тоже надо будет снутри обшлифовать с другой стороны. Вот эти вот надо будет обшлифовать, сделать их потоньше, более плоские. Так, ну вот, уже шов нормальный. Как вы видите, немножко шов виден. Я его специально не утапливаю, не сошлифовываю полностью, потому что если сошлифовать полностью, будет опять проблема. Надо будет его варить опять, и опять это будет опять стягивать, и будет еще хуже. А так, тоненький слой шпаклевки, все это закроет. Но шов будет потолще. Он не будет тоненьким, так что завтра порвется. Так. Все.
Надо будет сейчас все подключить. Вот эти вот подшлифовать надо будет. Заклепочки везде пройтись с обратной стороны. Шлифануть. Вот так. Вот такие швы получились после шлифовки. Вот покрасили бампер. Теперь надо будет его собрать. Поставил, значит, собираю его так. Поставил его на коврик. Собрался он легко. Снял вот эти задние, эту, разобрал, он так держался. И когда стоит решетка, он становится тяжелым и переворачивается на эту сторону. Нужно быть осторожным, чтобы не уронить его мордой в асфальт. Ну а так, в принципе, ничего такого. Собирается полностью. На козлике его не соберешь, только на полу. Собирай дальше. Теперь можно его и на козлик определить.